Я изначально не планировал делать вторую часть, но я нашел несколько игр, где-то 5, в сравнении с 16 играми с прошлой части. Я удивлен, что такое пустое и односложное видео набрало так много просмотров. Так типа, закончилось все мыслью «Фон игры это круто». Да ну, а я думал, это проблема со сайте. Что дальше? Фильм плохой, потому что черная женщина убила злого русского. Так, это скорее не вторая часть, а послесловие, в котором мы разберем еще 5 проектов. А в конце я подправлю свой старый вывод, сделав его более осмысленным и необычным. Кстати, изначально тут должен был быть 6 проектов, но один из них стоил 12 баксов. Кто будет готов ими пожертвовать для данного ролика, ссылка на контакты в комментариях. Genshin Party Puzzle 2. О да, легендарный сиквел. Поберегитесь, Человеки-пауки и Темные рыцари. Поберегитесь, Человеки-пауки и Аркхем-Сити. Поберегитесь, тролли и тролли. Итак. Так, падающие карты, это круто, но где те анимации со странным по поворачиванию карт? Те были не идеальными, но все же хоть чем-то. Хотя, падающие карты тоже норм. А вообще тут очень тихо. Будто вот-вот будет скример, о мой бог. Китайский голос самое страшное, что может быть. А за этим следует еще один уровень. И еще один. Мне кажется, стоило добавить очки, чтобы можно было по ним отслеживать свой результат. Это бы сделало смысл у усиливающихся уровней. Наверное, автор проверял свой опыт с созданием РЦГ. Вот для этой игры следующий. Вы не побьете мой рекорд, лузеры. Я прошел эту штуку 19 раз. Ну и это хуже первой части, потому что нет Синь-Янь. Teyvat Soccer Cup. Итак, я не люблю футбол. Но я обожаю футбольные проекты по франшизам. Ладно, вру. Мне нравится задумка только из ассоциации с Mega Man Soccer. Окей, на заднем фоне персонажи забавны и... Почему на записях слайд-шоу? Как я покажу своей дорогой многомиллионной аудитории, насколько здесь неудобное управление, в которое нельзя нормально бросить мяч в ворота, вместо этого пасуя, а также спринтить. Враги могут и то, и другое. А я что, играю за фанатов? Ставьте название любого супергеройского произведения, которое вы ненавидите всем своим сердцем. То есть без помощи инцелов, не способные нормально играть. Сука! Итогом не рекомендую, пока автор не создаст хотя бы во время загрузки объяснение управления. Может быть, я чего-то не понял? Ой, да ладно вам! Ладно, теперь это играется. Чуточку кривенько. Да и хотелось бы суперсилы для каждой команды или даже персонажа, чтобы видели геншиновскую натуру. Ну, даже так играется. Вполне себе весело, хоть и простенько. Genshin Impact. Мне компьютер сказал, что тут возможны вирусы. Так что я не стану рисковать, да и по скриншотам это в основном выглядит как миленькая убивалка времени. Genshin Impact – таинственная незнакомка. Итак, это иссякайная визуальная новелла, поэтому я возьму себе имя самого иссякайного персонажа во вселенной – Александр Невский. Мы играем за школьницу Александр Невский, играющий в Genshin Impact. Но однажды она получает окно с просьбой спасти ее любимого персонажа Делюка. И на следующее утро она просит помощи у своего бро, которого подозрительно зачем-то представляют. Я думаю, он главный злодей всей этой истории. И он выдал программу специальный вирус, чтобы подружиться еще крепче с самим Миссис Вселенной. А потом мы попадаем в Genshin Impact. Судьба более адская, чем оказаться в Dark Souls. Dark Souls. Невский мог бы быть рабом для Гринда, если бы он оказался в другом фанфике. Но это по-другому. Мы должны найти Делюка. Кто не знает, это Бэтмен мира Геншина. И разобраться с его похитителями. Завязка на первую главу. Если не считать пытающихся разобрать тему NPC-персонажей. Что мне кажется интересным. Но на данном этапе мне нравится цена общения Александра Невского с Донной. Кто не знает, это тот, кто влюблен в Бэтмена мира Геншина. Но, как началась эта арка, она началась будто бы из ниоткуда. Мне не хватило больше сцен, где показывала бы ее бесполезность. Типа,
Она попытается убить какого-нибудь хиличура при помощи сгущенки, но у нее нет достаточно протеина, и поэтому другим приходится сражаться, а та просто стоит как NPC. Впрочем, мне все равно интересно, что с этим сделают. Может быть, это начало потом подтвердится или будет развиваться. Тем более, не знаю, насколько эта идея нововесекая, но я люблю идею о том, что если бы мы, игроки, оказались бы в игре, мы были бы полными слабаками в сравнении с главными могущественными героями. Это интересно! Вообще, хотелось бы сказать, что арт хорош. Фоны красочные, персонажи меняют эмоции и позы, мне он очень нравится. Диалоги же нормальные. Иногда слишком прямые, некоторые описания героини кажутся ни к чему. Но это уже специфика визуальных новелл, я предполагаю. В основном показать персонажей из оригинала получается достойно, а созданных для визуальной новеллы друга Александра Невского, честно, мне кажется, слишком сильно пытается показать, что он хорошенький. Хотя, наверное, это сделано из-за той самой сцены, где он называет героиню NPC. Вообще, мы идем впереди поезда. Тут же есть концовка, где вы 30 лет сидите в темнице, и она невероятно уморительная. В основном потому, что причина натянутая, а допрос, который должен был быть, даже не произошел. Это неплохо, это не должно быть серьезной концовкой. Хотя я хотел бы еще третью версию этой концовки, где Невского садит за вообще тупорылейшее действие, типа поковырялся в носу, и Джун такая «Хей!» Не-не. «Хей! Похититель Дилюка сделал то же самое!» Особенно учитывая, что второй вариант, где я рассказал правду, а мне все равно посадили, был очень неприятным. Но хей, зато мы знаем, что эта игра спин-оффкой обсуждению не подлежит, где Александр Невский играл самого заключенного. Фу, задрот. Момент с превращением в игрового персонажа типа прикольнее, мне кажется, можно было бы использовать меньше душераздирательных эпитетов, от которых тут чуть не так искренне были натянуты. Плюс, я надеюсь, с этим как-нибудь поиграется, будет бан аккаунта и дальнейшее его восстановление, или все равно ощущение себя не в своей тарелке, будто все равно остаешься NPC. Впрочем, автору виднее, как развивать эту идею. Я просто дал свои предположения. Автор, если ты это видишь, делай как хочешь, я просто делюсь своими мыслями. Концовка с геймингом милая, хоть и со своими огрехами в диалогах. Кто пишет хе-хе-хе в описании? Это очень неуместно и невероятно сильно выводит из погружения. Значит, арт хорош, сюжет интригует, но мне кажется, диалоги чуточку слишком прямолинейные. Главной героине не хватает особенностей или действий. По крайней мере, во взаимоотношениях с Витей, мне кажется, она как-то больше просто принимает. Мне кажется, в будущем можно будет дать ей возможность помочь Вите. Впрочем, как я уже говорил, я просто предполагаю и предлагаю. Скорее всего, автор уже имеет свои планы и какие-то задумки. Как по мне, из-за чего она отличается чуточку плоской. Чуть-чуть. Но идея с NPC все равно звучит неплохо, как и концовка с Бро. Короче, я жду продолжения, но не буду ожидать чего-то сверхгениального. Это неплохо, просто нормальный, неплохой фанфик, который можно почитать, в принципе, как-нибудь вечерком. Genshin Impact Dating Simulator. Комментарий меня заинтриговал. Хоть и немного испугал. Но это время романсить! Черт, наконец-то загрузилась. Я будто в 2017 и вижу кучу шуток про долгую загрузку GTA 5. О мой бог, я же пошутил про GTA. И тут играет лицензионная музыка, поэтому мне приходится ее заменять своим рок-н-ролл. Это Синьянь? Это лучшая игра во вселенной. Ладно, значит, мы играем за типичного студента, который опаздывает в школу. И тут он встречает Байжу. Привет, Байжу. Пока, Байжу. После мы встречаем первый романсибельную опцию. Она уже закончила обучение. Неловко, но хей, наконец здесь Синьянь. Но она в нас не очень заинтересованная и смотрит на Сахарозу. К счастью, у нас есть помощь сам Эндрю Тейт. И его помощь настолько же полезная, как и в реальной жизни. Меня посылают на Сахарозу то же самое, ибо она тоже смотрит на Синьянь, не на нас. И как только мы хотим зайти в школу, нас встречает буллер, недорэпер, которого избивает наш лучший бро Тайрон. И Хутао, которая, на удивление, супер милая и добренькая. Мне она никогда не казалась такой в оригинале. Так еще и так легко соглашается сходить на свидание. Тут что-то явно не так. Будто бы сейчас будет экстремизм. Ну, из танцующих полуголых мужиков может считать за таких. Мне кажется, такая концовка открыта для интерпретации. Да, сама игра очень краткая, но вполне забавная. Genshin Impact MV. Значит, весь Genshin Impact в RPG Maker. Тогда посмотрим. Я не могу выбрать себе пол? Отстой! Ну ладно, начало Геншина. Ладно, ненавижу РПГ, где враги просто резко появляются перед тобой. Они резкие, как тихмо. Тот, кто так делает, отрежьте себе половые органы. И мужчины, и женщины. К счастью, можно легко сбегать. Ладно, играем далее, получаем Эмбера и даже Диона, крутяка.
Так быстро? Короче, нормальный геншин-заменитель. Если у вас нет доступа к оригинальному геншину, будет тут контента побольше. Тогда было бы прям славно. Но так, очень-очень-очень ждем полную версию. Вот так скажем. Скажем так, ждем полную версию. Итак, мы рассмотрели еще 4 проекта. На этот раз я должен прийти к выводу больше, чем «Фан-игры, это круто!» Пофиг. Не все видео должны заканчиваться самыми невероятными выводами во вселенной. Иногда мысль видео может быть просто в том, что творчество — это хорошо. Иногда в нашей трудной жизни надо вспоминать простые мысли, которые все мы и так знаем, но теряем в сложном программировании нашего существования. Хочу сказать моему брату, который сказал, что эта мысль тупая. Это ты тупой! Пошел ты! Подписывайтесь, кстати, на его канал, он круто рисует. Оу! Это же та скучная фан-игра с предыдущего видео! Звучит пафосно. Сейчас посмотрим. Оу! Оу, это же скучно. Удалить. Обновление у него? Думаю, это будет очень короткая игра, которую я заброшу в первую же секунду. Итак, если это видео наберет 50 лайков, я сделаю видос по этой херне. Скорее всего, обзор буду делать не я, потому что эта штука меня слишком сильно травмировала.